Как адаптироваться к ИИ-поиску, особенно в эру чата GPT, и когда Google уже меняет правила игры, вместо показов 10 голубых ссылок мы все чаще видим ИИ-результаты в поиске, поэтому сегодня важно адаптироваться и получить результаты, и в этом видео я расскажу тебе, как ты можешь получить результаты классно, быстро и действительно обыграть всех конкурентов, потому что многие до сих пор используют старые методы. Если ты адаптируешься сейчас, если ты начнешь применять новые методы, ты выиграешь рынок. И я покажу, что сегодня не работает, что не имеет вообще никакого будущего, а какие методы выведут твой бренд на новый уровень. Смотри это видео до конца, спрашивай все вопросы в комментариях, я обязательно отвечу, потому что я читаю все комментарии к моим видео, помогаю, направляю в нужном направлении, и поехали дальше. Так, первое, что конкретно я не хочу рекомендовать, это блог райтинг. Я писал очень много блог-постов. Этот контент работал классно, много времени. Больше 15 лет мы писали разный блог-контент, получали миллионы трафика. И сегодня я не рекомендую этот канал по одной простой причине, потому что ChatGPT или Google AI Mod или Perplexity может ответить на этот вопрос быстро и сгенерировать любой инфоконтент. Я продолжаю писать, я не говорю, что надо вообще остановиться писать. Если вы это любите, если у вас получается это классно, и у вас есть какие-то другие каналы, например, своя какой-то ньюслеттер, подписка, как у меня, допустим, у меня в LinkedIn 42 тысячи человек меня читают, я пишу для них, и для меня SEO, оно становится как второстепенным параметром. В будущем, например, Тим Солос очень часто сказал, что у блог-контента не больше 3 лет. Потом уже полностью искусственный интеллект заменит этот формат. Поэтому, если вы продолжаете писать, развивайте другие каналы. Публикуйте контент там в LinkedIn, Medium, развивайте подписку на вашем блоге. Тогда этот канал будет классно работать. Если же вы пишете просто ради SEO-трафика, лучше остановите, этого не делайте. Здесь особого будущего не будет. Второй вид контента, то есть метод, который я не хочу рекомендовать, это keyword research, то есть поиск ключевых слов, потому что когда вышел Google AI Mod, и Google AI Overview, люди начали спрашивать реальные вопросы. Поиск ключей – это был временный метод, который заменил реальные вопросы людей, потому что в каком-то этапе поисковой системы не могли ответить на длинные вопросы. Но сейчас искусственный интеллект это может делать, и люди начали спрашивать нормальные вопросы. Сегодня поиск ключевых слов работает, но будущего тут особого нету. Люди будут спрашивать реальные вопросы, чтобы получить быстрые ответы. И искусственный интеллект сегодня решает этот вопрос. Поэтому вместо того, чтобы использовать поиск ключевых слов, сконцентрируйте на поиске именно классных тем. То есть вы находите темы, развиваете их и создаете классный контент. Третий вид рекламы, который я бы не рекомендовал никому, это именно линкбилдинг для получения веса. Даже белый линкбилдинг. То есть если вы делаете какой-либо линкбилдинг и оно не приносит вам трафик, здесь будущего нету. Любой линкбилдинг должен приносить трафик. То есть если вы реализовываете белые методы и видите, что целевая страница имеет трафик, домен имеет трафик, и она принесет вам результаты, тогда используйте, делайте, потому что это поможет вам продвигаться именно в AI Search. Если же вы видите, что трафика нету, лучше этого не делать, потому что особых результатов вы не получите. Четвертый вид контента, который я не рекомендую, это создавать контент для роботов. То есть сегодня важно писать для человека в первую очередь, для человека во вторую очередь, для человека в третью очередь. И потом оставлять немного времени там для оптимизации, для SEO или GEO, но не пишите ни в коем случае для роботов, не пишите контент, который тяжело читаемый. И в нашем контент-эдиторе на unmiss.com вы можете проверить любой контент сегодня. Можете проверить по SEO показателям, читабельности и даже грамматические ошибки. То есть у нас один контент-эдитор объединил в себя Grammarly, Hemingway и какие-то такие известные контент-эдиторы, которые сейчас есть. Там Ahrefs и SEMrush. Мы все это делаем бесплатно в нашем контент-эдиторе. Просто открывай, генерируй классный
классный контент, используй и получай классные результаты. Пока весь интерфейс на английском языке, но в будущем мы планируем, конечно же, внедрять другие языки, поэтому супер работа для англоязычного сегмента, для других пока не так, но также можно, в принципе, создавать контент на любом языке, просто интерфейс на английском. Что я рекомендую максимально и куда обращать внимание? Первое – это техническая оптимизация. Просто техническая оптимизация супер важна. И сегодня людям до сих пор нужны быстрые сайты без багов, без приколов, поэтому техническая оптимизация играет огромную роль. Продолжайте оптимизировать, вкладывать сюда ресурсы, создавать качественные сайты. Второй момент, куда стоит обратить внимание, это проверять по параметрам, которые важны в технической оптимизации именно для Google. Они создали этот инструмент PageSpeed Insights. Самая большая проблема практически всех ресурсов, что никто этот параметр не показывает для всех страниц сайта. То есть это можно проверить исключительно одну страницу. Вы не проверите этот параметр ни в одном туле, кроме одного тула unmiss.com. В этом туле ты можешь проверить полностью PageSpeed Insights для каждой страницы своего сайта. Обалденно! Просто вводи свой сайт и анализируй эти метрики. Из линкбилдинга, что бы я рекомендовал, это PR. PR, потому что PR отлично работает, это появляются ссылки на новых страницах, и ChatGPT, Google, Perplexity, они сканируют этот контент, и, соответственно, это свежий контент, там активная аудитория, и эти ссылки максимально дадут вам результатов в PR Search. И для того, чтобы сделать классный PR, необходимо писать исследования. То есть вы пишете исследования, а потом делаете пресс-релизы. В этом плане я могу помочь, потому что сегодня классное написание исследования уже не настолько супер дорогое, как это было раньше. Сейчас мы можем написать классные исследования, сделать с прикольной инфографикой и использовать PR для продвижения этих исследований. Если вы откроете многие ресурсы, они перестали писать именно блог-контент, как сделать, они начали писать именно онлайн-стадии, потому что они хотят выиграть в AI-поиске. Третий элемент, куда стоит обращать внимание, это создание классного контента, e-commerce контента, то есть коммерческого контента, потому что если SEO-блог контент не будет получать большой трафик в SEO, то ChatGPT и Perplexity, они все равно будут рекомендовать коммерческие товары, и тот контент, который будет лучше, качественнее, больше удовлетворять user-intent, он принесет больше результатов. Поэтому продолжайте создавать классный контент, простой контент, понятный контент и лучше, чем у конкурента. Куда дальше обращать внимание? Супер важный параметр будет работать в любой environment. Это UX, то есть User Experience, поведенческие факторы, поисковики и ChatGPT будут изучать максимально, поэтому обязательно сюда смотрите больше всего внимания, проверяйте, чтобы было все удобно пользоваться, чтобы был простой контент, понятный, и тогда результаты будут высокие. И последнее, что я бы рекомендовал, что именно искусственный интеллект не может заменить, это именно создание инструментов, тулов, калькуляторов. И если посмотреть многие большие сайты популярные, они создают такие инструменты, получают огромное количество трафика. Я рекомендую каждому сегодня заняться этим видом контента и получать огромные результаты. То есть вместо того, чтобы бороться с технологиями, которые воруют трафик, инфоконтент трафик, вы можете их использовать, подвязывать API, как мы делаем, допустим, на unmiss.com. Мы используем и ChatGPT, мы используем Gemini и другие модели, подвязываем и получаем результаты. То есть этот вид контента даже AI Search будет рекомендовать, потому что юзерам до сих пор нужен классный интерфейс, юзерам надо, чтобы были зашиты уже промпты, чтобы оно максимум удовлетворяло. То есть вместо того, чтобы бороться с технологиями, используйте их для получения результатов. Если тебе необходима помощь в этом, обращайся, мы обязательно поможем. Сделаем бесплатную консультацию, ссылка будет в описании, и мы обязательно расскажем, покажем, как получать классные результаты. Спасибо, до новых встреч!